Так, стоп. Это нас понесло уже совсем куда-то не туда. Этим выпуском мы начинаем серию наших эпичных путешествий по Вьетнаму, от северного Ханоя до южных курортов. Целый месяц мы активно исследовали все известные и потаенные уголки этой прекрасной страны, и теперь хотим поделиться находками с вами. Мы посмотрим на Вьетнам, потрогаем его, попробуем на вкус и познакомимся со всеми его разнообразными гранями. Всем привет! Сегодня мы находимся в одном из самых красивых мест Вьетнама – остров Фу Quoc. Здесь потрясающие пляжи, лазурная вода, пальмы и невероятная атмосфера отдыха. Сегодня мы посетим самые лучшие места острова Фу Quoc, попробуем местную кухню и просто насладимся этим прекрасным местом. Фу Quoc называют жемчужиной и главным курортом Вьетнама. Но так ли это на самом деле? Мы пронесемся по острову вдоль и поперек. Проверим, действительно ли местные пляжи лучшие во всей стране и сохранились ли еще морские звезды у самой кромки воды. Зайдем в величественную пагоду, заглянем в парк развлечений размером с целый город и нырнем в хаотичную, но невероятно вкусную атмосферу ночного рынка. Запасайтесь спрингроллами, вьетнамским яичным кофе и устраивайтесь поудобнее. Будет очень интересно. Ну а прежде чем мы начнем, по традиции, Ставьте нам, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал, ведь это очень мотивирует нас снимать новые ролики. А теперь начинаем. Зимой Вьетнам – это настоящий спасательный круг для тех, кто устал от снега и холода. Но есть нюанс – страна вытянута сразу через два климатических пояса. И если на севере в это время можно запросто замерзнуть, то юг – это уже совсем другая история. Именно поэтому мы и летим на Фу Quoc, остров, где с декабря по апрель царит почти идеальная погода. Воздух прогревается до 30 градусов, море до 28, и все это при ярком солнце и минимуме дождей. Настоящий тропический рай посреди зимы. Фу Quoc – это один из лучших курортов Вьетнама и одно из самых популярных туристических направлений страны, которое активно развивается в последние годы. Это крупнейший остров Вьетнама, расположенный в Сианском или Таиландском заливе, недалеко от побережья Камбоджи. У острова очень интересное прошлое. Сейчас, глядя на красоту Фу Quoc, ты никогда не подумаешь, что еще каких-то 50 лет назад, во время Вьетнамской войны, это место было островом-тюрьмой, куда свозили заключенных, и никто по своей воле не стремился сюда. Но это было тогда. Сегодня все иначе. Сегодня на остров летят охотно и добровольно, в основном за чистым песком, теплой водой и мягким климатом. Добраться до острова можно двумя способами, либо внутренними перелетами, либо паромом с континентальной части Вьетнама. И уже по прибытии ты сразу понимаешь, что оказался на курорте. Особенно, когда делаешь первые шаги по территории своего отеля. Первые шаги туриста почти всегда начинаются с заселения в отель. На Фу Quoc большое количество комфортных отелей, разбросанных по территории острова, от роскошных резортов до маленьких уютных бунгало. Но объединяет их одно – отдых на Фу Quoc обойдется заметно дешевле, чем на большинстве известных курортов Европы или Азии. На самом деле потрясающее ощущение. Мы приехали из дождливого Ханоя, попали просто в какой-то рай. Да, прям реально в рай. Потрясающая погода, пальма, природа, птички, все красиво, все прекрасно. Сейчас будем исследовать остров. Мне нравится. Мы выбрали отель, уютно расположенный среди вьетнамского леса. И 3 ночи в разгар сезона в отеле, забронированном через Booking, стоили всего 64 евро. И за эту цену мы получили тропические домики, спрятанные от шумных дорог, где по утрам слышны только птицы, журчание воды и ветер в пальмах, бассейн для ленивых дневных часов и гамаки для столь же ленивого времяпрепровождения. А наш номер оказался светлым и просторным, с кондиционером и большой ванной. Но главная его фишка – широкая терраса, утопающая в зелени и выходящая прямо во внутренний дворик отеля.
Днем здесь приятно прятаться от солнца в тени деревьев, а вечером наблюдать, как закат окрашивает небо в золотые тона. Это, конечно, бомбично. Да? Да. Этот отель не претендует на избыточную роскошь или безупречный сервис, но он обладает всеми критериями места, в котором приятно находиться и откуда не хочется уезжать. А главное, здесь очень спокойно и уютно. К тому же мы наслаждались вкуснейшими завтраками, обедами и ужинами в уютной умиротворенной атмосфере. Ну что, мы решили поужинать в нашем отеле, заказали том-ям. Сейчас будем пробовать, что изменилось в мире относительно том-яма. Здесь острее. Запьем пиноколадой. Так лучше. В целом на Фукуоке реально найти очень достойное жилье за весьма скромные деньги. Главное искать варианты подальше от главных городов и их шумных улиц. Именно там обычно тишина, больше зелени и ощущение настоящего островного уюта. Ссылку на наш отель мы оставим в описании, вдруг пригодится. Ну и как только вы заселились в отель, самое время отправляться на пляжи. Но чтобы добраться до них, сперва нужно понять, как лучше передвигаться по острову. Фукуок хоть и небольшой, но все же растянулся на 50 километров в длину и до 25 в ширину. Чтобы проехать его в длину на транспорте, понадобится не меньше часа. Пешком такие расстояния точно не пройти. Поэтому возникает главный вопрос: как тут лучше перемещаться? И вариантов всего 3, от самых простых до максимально свободных. Все зависит от того, какой стиль путешествий тебе ближе. Самое понятное и доступное – это, конечно, такси. На острове достаточно легко найти или вызвать машину, и есть специальные приложения. Но такой способ передвижения все же больше подходит для коротких поездок, потому что иначе ездить выйдет дороговато, даже с учетом низких вьетнамских цен. На путь примерно в 10 километров, 15 минут езды здесь мы потратили около 2 евро. То есть это совсем неплохо, и это с учетом того, что таксисты, как правило, имеют хорошие машины. Альтернативно есть многочисленные автобусы и маршрутки. Для самостоятельных поездок они не очень удобны, но можно пользоваться для конкретных маршрутов или чтобы частично экономить на такси. Но, конечно, главный способ передвижения – это мопеды. Ну что, готов к первой поездке? Нет, но поеду. Страшно? Так. Как будто на велосипеде учусь ездить. Вот, Ты если еще паду не с него, знаешь. то все засмеются. И на самом деле научиться ездить на мопеде очень легко, по крайней мере с технической точки зрения. Вот мы вышли на дорогу, берем ключ. Пока что все легко. Садимся. Потом ключ сюда. Поворачиваем его наверх. Зажимаем вот эту штуку. Завелись. Ну давай, Соответственно, после не этого пуха. всё. Ну талант, с первого раза уехал. Цена мопедов на острове всегда в районе 150 тысяч вьетнамских донгов за день. И вместе со скутером всегда прилагается 1 или 2 защитных шлема. Надеваем шлем. Безопасность прежде всего. Заправка полного бака обходится в районе 4-5 евро. Мопеды – это, пожалуй, самый выгодный и гибкий способ передвижения по острову. Правила дорожного движения во Вьетнаме соблюдаются плохо или вовсе не соблюдаются, поэтому понадобится какое-то время, чтобы адаптироваться к езде по острову. Главный способ, чтобы привыкнуть к такому трафику и при этом сохранить свои нервы в целости, это просто поддаться движению и начать доверять людям на дороге. В какой-то момент ты просто оказываешься своим в этом бурлении и начинаешь более свободно маневрировать в рандомности происходящего. Конечно, совсем беспечно ездить мы бы не рекомендовали, но все же за время нашего пребывания во Вьетнаме мы ни разу не застали аварии на дорогах. Это о чем-то договорит. Дорожное движение – это какое-то уникальное явление во Вьетнаме. А вот автомобили в аренду на острове найти довольно сложно.
Да и скорее всего это будет очень дорого. Такое здесь не распространено. Поэтому садимся на мопед и вперед смотреть на пляжи. На удивление, на Фукуоке не так много больших пляжей, как мы ожидали, хотя каждый из них по-особенному нам запомнился. Мы проехались по всем самым крупным и популярным, и вот что можем сказать о каждом из них. Сперва немного о хороших, но не самых выдающихся пляжах. Наверное, наиболее известный пляж – это так называемый Лонг-Бич, который протянулся на острове аж на 20 километров. Здесь сосредоточены отели, бары и рестораны, поэтому инфраструктура очень развита. Мы тут даже наткнулись на вот такой плавучий бар-ресторан. До Фукуока мы такого никогда не встречали. Лонг-Бич – это удобное место для тех, кто хочет жить рядом с центром и быть в гуще событий. Но это же, как нам кажется, и главный недостаток этого пляжа. Хоть он и действительно очень длинный, но при этом достаточно узкий и по большей части перекрыт территориями отелей, которые почти вплотную примыкают к линии воды. И, конечно, все эти факторы делают Лонг-Бич в наших глазах не слишком интересным пляжем, и надолго мы на нем задерживаться не стали. Вместо этого мы отправились на пляж более удобный и уединенный. Онгланг-Бич – это одно из популярных, но все еще относительно спокойных мест на Фукуоке. Оно расположено севернее главного туристического центра и тянется вдоль западного побережья острова. В связи с этим это один из самых спокойных пляжей Фукуока. Здесь чище вода, чем у городских пляжей, нет больших толп и можно наслаждаться красивыми закатами. Атмосфера прямо максимально расслабленная. Небольшие бунгало-курорты, мало людей и уютные рестораны прямо у моря. Все для тихого отдыха. Особенно выделяется вот такой необычный ресторан, стоящий прямо над водой. Но нам все же сильно понравилась кафешка возле вот такого необычного сооружения. Классное место для любования закатом. Минусов не так уж и много. Песок не такой белый, как на юге острова, и местами попадаются камни. Но это, пожалуй, и все. Для пляжного дня это место отлично подходит. Ну а теперь к по-настоящему топовым и роскошным пляжам. Кхэм-Бич – один из самых красивых пляжей юга Фукуока. Белоснежный и мягкий песок, прозрачное море и ухоженная территория делают его почти открыточным местом. Здесь расположены люксовые курорты и пляж выглядит очень благоустроенным. Да и вообще большинство пляжей Фукуока постоянно очищаются, и видно, что за их состоянием следят. Это не могло не радовать. Пляж Кхэм расположен рядом с большим раскидистым пальмовым лесом, который создает тень и делает пейзаж еще более уютным и тропическим. Вода, конечно, невероятно теплая. Иногда ты даже не замечаешь, что в воду заходишь, настолько она теплая. И что самое приятное в этом пляже, неважно, приезжаешь ты сюда днем или вечером, освещение у пляжа просто фантастическое. Вода, она как будто бы светится. Новый друг найден. Лежаки здесь стоят 50 тысяч вьетнамских донгов с возможностью заказать что-нибудь в прилегающем к берегу ресторане. Все очень удобно и комфортно. Пляж супер. Вообще какой-то райский на самом деле. И краски слегка напоминают Мальдивы. Очень классно. Мне нравится. Наслаждаться солнцем и купанием в море на этом пляже – это замечательный опыт для любого путешественника. Отличное место для отдыха, развлечений и красивых фоточек в соцсети. Определенно один из лучших пляжей Фукуока. Совсем недалеко от этого места расположен, наверное, самый фотографируемый пляж острова – Сао-Бич. Многие считают его визитной карточкой острова. Он во многом похож на Кхэм-Бич. Здесь тот же мелкий, мягкий белый песок, та же прозрачная и теплая вода, и очень чисто. Но здесь к тому же по-настоящему мало людей. Пляж ощущается невероятно уединенным и почти приватным. На удивление, этот пляж нам понравился даже больше, чем все остальные на острове. У нас были смешанные чувства, прежде чем ехать сюда. И мы думали, что, возможно, это слишком такое туристическое место, и поэтому слишком шумное, слишком забитое.
оказалось, это не совсем так. Так как пляж разделен на несколько таких частей, и есть части, где можно в спокойствии отдохнуть, а есть части, где можно отдохнуть поактивнее. Но пляж, конечно, потрясающий. Правда, есть одна тонкость. На входе у пляжа стоит ресторан, через который расположен вход на него. Часто работники ресторана делают вид, что у них необходимо что-то заказать, чтобы пройти. Причем по более высоким ценам, чем на других пляжах. Но можно смело отказываться и продолжать свой путь, так как Сау-Бич полностью публичный и доступен каждому. Этот пляж точно не стоит пропускать, оказавшись на Фукуоке. Он слишком красив, чтобы до него не добраться. Ну а теперь к финальному пляжу. Можно даже сказать к звезде местных пляжей и по совместительству одному из самых необычных мест на Фукуоке. Это пляж с морскими звездами. Вот такими. Он находится на самом севере острова, поблизости от совсем небольшой рыбацкой деревни. Ну что, мы находимся на самом знаменитом пляже Фукуока. Это пляж, где можно увидеть большие скопления вот этих прекрасных морских созданий. Пляж морских звезд – это одно из самых необычных мест на острове. Здесь в теплой прозрачной воде живут сотни красных морских звезд. В яркий день они особенно хорошо видны на мелководье, и именно ради этого зрелища сюда и приезжают туристы. Из-за своей уникальности пляж, даже несмотря на свою отдаленность от каких-либо крупных деревень, достаточно заполнен людьми, которые хотят сделать как можно больше фотографий с прекрасными морскими созданиями. Здесь для этого все обустроено, и потому в этом месте будет удобно каждому. Нельзя сказать, что на пляже не протолкнуться, но и совсем уединенно расположиться тоже не получится. Хотя лежаки все же есть, и даже прибрежные кафешки. Но в целом большое количество туристов не сильно уменьшает вау-эффект от увиденного. Говорят, что в такой численности морских звезд мало где можно увидеть. Здесь их действительно сотни, если не тысячи. Это очень интересный опыт. На самом деле я всю жизнь боялась этих звезд морских. Мама мне в детстве сказала, что они присасываются как пиявки к телу, вот так, и высасывают кровь. Слава богу, это не так. Лично мы точно рекомендуем добраться до этого пляжа. Правда, советовали бы быть со звездами максимально осторожными и гуманными, чтобы сильно не навредить этим прекрасным созданиям, которым и так, если честно, достается от многочисленных посетителей пляжа. На самом деле, из-за того, что здесь все так сгруппировано в плане звезд в одном месте, кажется, что действительно эти звезды сюда попадают неестественным путем, что накладывает определенный осадочек. Людей здесь довольно много, но, опять же, они как электричкой приходят и уходят. То есть фоткаются, попивают коктейльчик и уезжают быстренько. Те, кто, как мы, своим ходом сюда добрались, те, конечно, дольше здесь находятся, но все равно, как будто бы не мешает это количество людей наслаждаться. Но можно ли наслаждаться тем, что звезды постоянно достают, кидают, играют с ними? Наверное, нет. Еще из негативных моментов, из-за того, что этот пляж довольно коммерческий, видно, что из него пытаются получить как можно больше денег, не вкладываясь в его благоустройство. То есть здесь очень много мусора, как если бы просто местные жители его забаррикадировали, сделали тут свои какие-то палатки, экскурсии, но совершенно не позаботились о том, чтобы почистить это все дело. На самом деле, если вы уже видели морских звезд, уже у вас есть такая фоточка, то не нужно, наверное, сюда ехать, чтобы не поощрять вот это агрессивное поведение людей с морскими звездами. Потому что у меня есть легкое чувство грустинки, когда я на это смотрю. Но тут зависит от вашего внутреннего компаса, поэтому решайте сами. Кстати, добраться до пляжа не так просто, как может показаться. А все потому, что точка на картах ведет к неверной локации. Вместо нее имеет смысл ориентироваться на эту точку, расположенную несколько восточнее. Сперва отправляемся к деревне Рачвем. Для этого какое-то время придется ехать по грунтовой дороге. Выглядит деревня вот так и ни на какой пляж не похожа. Вместо этого нужно не доезжать до деревни, свернуть на восток. По пути попадется вот такой деревянный мост. После него доезжаем до конца, где паркуют байки и где начинается белый песок. Ну а дальше пешком. В общем, найти пляж с морскими звездами это несколько сложнее оказалось, чем мы предполагали, потому что те точки, которые есть на Google картах, они не верны.
лодочники местные, они всячески пытаются затянуть людей и туристов на свои лодки, чтобы, ну, соответственно, немножко денег с этого иметь. И туристу самостоятельно приходится искать маршрут, как пройти, собственно, до этого пляжа. И вот мы сейчас уткнемся в забор, который построен местными как раз, чтобы такие, как мы, кто идет пешком, не могли попасть на пляж. Нам туда. Чтобы воспользоваться опцией с лодкой, придется заплатить ощутимую сумму в зависимости от умения договариваться. Альтернативно можно пробраться через ограждение. Его построили не власти на острове, а сами местные жители, чтобы помочь бизнесу по перевозкам на пляж. Поэтому это всего лишь уловка, и во время нашего пребывания на острове все еще можно было найти дыру в этом ограждении. Пробраться здесь достаточно нетрудно, несмотря на колючую проволоку. Просто все сначала просовывают то, что важнее для них. Да, я поэтому правую ногу сначала, самая важная часть. А я голову. Ну а дальше примерно 1,5 километра вдоль достаточно красивого побережья, пускай местами и подпорченного мусором. Двигайтесь вдоль этих ориентиров, пока не доберетесь до пляжа с морскими звездами. В целом же о пляжах Фукуок можно сказать, что они, хотя и не слишком многочисленны, тем не менее отличаются разнообразием и способны удовлетворить большинству разных путешественников. И мы больше чем уверены, что каждый сможет найти свой пляж. Хотя на каждый день нашими фаворитами стали все же Хэм-Бич и Сау-Бич. Но, конечно, Фукуок это не только про пляжи. У острова есть несколько козырей, и сейчас мы на них взглянем. Дневной досуг на острове мы бы разделили на культурную составляющую и на чисто развлекательную. И начнем, пожалуй, с культурной. На острове есть замечательная пагода, про которую знают почему-то не так уж и много людей, но посетить ее точно имеет смысл. Пагода Хокуок – это самая большая буддийская пагода на острове Фукуок и одно из главных духовных мест Вьетнама. Пагода находится на юго-восточном побережье, совсем неподалеку от Сау-Бич. Добираться удобнее всего будет на байке или на такси. Эта пагода, на удивление, построена относительно недавно, в 2012 году, но выполнена в классическом стиле вьетнамских пагод и выглядит так, словно стоит здесь веками. Огромные резные ворота, бумажные фонарики, крыши с драконами и гигантские статуи – все это создает атмосферу настоящего храма величия и спокойствия. Честно говоря, мы бы ни за что не подумали, что постройка возведена настолько недавно. Она максимально аутентична и величественна. Пагода стоит прямо на склоне горы, перед морем, из-за чего отсюда открываются впечатляющие виды. Стоит только подняться чуточку повыше. Чувствую себя кунг-фу пандой. Не иначе. Мой главный враг – ступеньки. Ах ты! Почти добрался. Что? Нет! Когда я уже устала, но прошла всего 10 ступенек. А пельмешки будут в конце? Я очень на это надеюсь. На вершине пагоды Хукуок возвышается огромная статуя богини Гуанинь, богини милосердия и сострадания. Во Вьетнаме Гуанинь особенно почитаема как защитница моряков и путешественников, поэтому ее образ здесь имеет особенное значение. Это действующий буддийский храм, куда приходят как монахи, так и местные жители для молитв. Сегодня сюда часто приезжают не только туристы, но и паломники со всего Вьетнама. Пагода не слишком загружена людьми, из-за чего здесь постоянно царит атмосфера умиротворения. Но внутреннее убранство пагоды нисколько не уступает красоте наружных узоров. Тишина, аромат благовоний и шум моря делают посещение пагоды очень медитативным. К пагоде можно в прямом смысле прикоснуться, чтобы почувствовать полное воодушевление от посещения. Вход на территорию пагоды абсолютно бесплатный, и хотя бы на один раз сюда точно имеет смысл заехать. Но если же пагода не ваша, то есть на острове достопримечательности совсем другого рода. Приехали посмотреть на черепаху. На самом деле ее панцирь уже видно
издалека. Не знаю, каких она размеров, сейчас посмотрим. Речь идет, конечно, не о тех черепахах, которые нам попадались в наших предыдущих выпусках про Сейшелы. На Фукуоке есть особенное место с очень особенной черепахой. Это огромная инсталляция, часть крупнейшего парка развлечений Wind Wonders. Он расположен на северо-западе острова Фукуок, рядом с отелями комплекса Wind Pearl и сафари-парком. Во Вьетнаме в последние 15 лет вообще появилось большое количество масштабных парков развлечения. И конкретно в этом Wind Wonders есть все, что ожидаешь от подобного места. Тематические зоны, многочисленные аттракционы, шоу и представления. А огромная черепаха, которую мы видели, это, кстати, главный вход в местный большой аквариум. Конечно, удивительное место, дети здесь просто визжат от радости. И я, если честно, тоже. Я когда увидела эту черепаху, держите меня семеро. Это место является аналогом Диснейленда. Здесь огромная территория, построен целый городок. На территории этого городка замечательного, сказочного, можно делать все, что угодно. Там есть аквапарк, аттракционы, аквариум. Дети там просто пищат от удовольствия. Взрослые на самом деле тоже. Ну, я лично точно. И на территории можно, конечно же, вкусно поесть, попить кофе, коктейли, баблти, все что угодно. Ну, сюда нужно ехать точно на день. В общем, Wind Wonders – прекрасное место как альтернатива пляжному отдыху на острове и отлично подойдет как самостоятельным путешественникам, так и путешественникам с детьми. Разве что билеты достаточно дорогие по вьетнамским меркам. По ценам на самом деле довольно дорого. На одного человека за один день, на взрослого 35 евро примерно, 950 тысяч. А на 2 дня на взрослого уже 55 евро. То есть, ну, это довольно прилично. Но развлечений здесь, конечно, много, поэтому думайте, стоит оно того, не стоит. Для детей, наверное, все-таки нужно. Это незабываемый опыт. Но лично нас больше впечатлила другая необычная достопримечательность острова в похожем стиле. На самом юге Фукуока находится целый туристический городок под названием Sunset Town. Он стал одной из самых обсуждаемых достопримечательностей острова за последние годы. Sunset Town – это архитектурный и развлекательный проект, вдохновленный Южной Европой, особенно Италией и Испанией. Здесь и Венецианская башня, и Римский Колизей. Весь городок состоит из улиц с разноцветными домами, лестницами, площадями, кафе и бутиками. И все эти яркие фасады, узкие улочки, арки и балконы были созданы, чтобы передать ощущение нахождения в Южной Европе. Главная достопримечательность здесь, помимо самих улиц, такой необычный мост поцелуев, представляющий собой 2 изогнутых пролета, которые сходятся, но не соединяются полностью, символизируя встречу и единение влюбленных. А неподалеку, на этой сцене, каждый вечер, кроме вторников, проходит мультимедийное шоу Kiss the Stars из комбинации лазеров, фейерверков, света и музыки на фоне моря. Sunset Town – это современный искусственный проект, а не историческое место. Его строят с нуля, чтобы привлечь туристов. И на самом деле место гораздо больше и массивнее, чем ты ожидаешь увидеть, читая просто описание города. А еще от Sunset Town до соседнего островка протянута самая длинная морская канатная дорога в мире протяженностью почти 8 километров. Поездка на ней длится около 15 минут. Канатная дорога настолько длинная, что с земли может показаться, что она просто уходит в горизонт. А ведет она к еще одному достаточно большому развлекательному комплексу, расположенному на так называемом Ананасовом острове. Правда, туда мы уже не попали. Ну что, мы решили не идти туда, потому что мы подошли к кассе, узнали, сколько это дело стоит. Оказывается, проездка 15-минутная на этой канатной дороге туда и обратно на двоих стоит 50 евро. Для сравнения, билет в Лувр на целый день стоит на двоих столько же, даже чуть-чуть меньше. На самом деле, можно было взять билет в аквапарк и проехаться на этой канатной дороге, как все включено. Тогда это было бы даже выгоднее, но мы не фанаты аквапарков, поэтому как будто бы и выбора нет у нас. Поэтому 50 евро за канатную дорогу, по нашему мнению, это слегка перебор. В аквапарк
После Турции, когда я содрала спину в кровь, мне не очень хочется. Денис, наверное, тоже один не пойдет. Вот, так что мы решили поехать назад и искупаться в океанчике. Но даже без посещения парка развлечений развлечься все же можно. Здесь есть пара кафешек и сувенирных лавок. А по необычным улочкам города интересно разок прогуляться. Место эффектное, но противоречивое. Сансет Таун – это ни в коем случае не типичный вьетнамский город, и, как нам кажется, не очень-то обладает аутентичностью. Большая часть районов выглядит пустынной, с пускай масштабными, но все же закрытыми и часто ремонтируемыми домами. На самом деле все здесь выглядит как-то игрушечно. Все эти дома вокруг, они как будто бы из пенопласта крашеного. Очень интересное ощущение, словно в каком-то фильме про утопию. Как будто бы это к фильму созданные декорации. Да, как будто бы это созданные декорации к фильму. По-моему, я смотрела фильм «Эдвард. Руки-ножницы», и там все было ощущение вот такое вот странное. И вот здесь также, не знаю, с чем связано. Они делают реплики на европейские дома, и как-то это выглядит по-другому. Как реплика, реально. Слово «реплика» здесь идеально подходит. Главный минус этого места – это искусственность. Для большинства посетителей, включая нас, бросается в глаза, что город выглядит слишком туристическим и пластиковым на фоне естественной красоты острова. А то, что прокатиться до парка развлечений по местным меркам считается дорогим удовольствием, вероятно, и послужило главной причиной, из-за чего вся эта локация кажется словно забытой. Любителям аутентичного Вьетнама Сансет-Сити может показаться слишком массовым и туристическим. Как будто бы у всей этой локации лежит хорошая, интересная идея в основании, но вот реализация идеи то ли недостаточно качественная, то ли просто еще не доведена до конца. Местами за стенами местных построек буквально ничего нет. Но факт остается фактом. Это по-настоящему уникальная достопримечательность, подобную которой мы еще не встречали. А вот для тех, кто ищет все же больше настоящего Вьетнама, после парков развлечений можно отправиться на ночные ярмарки. На Фукуоке ночные ярмарки – это не просто место для покупок, а целая часть атмосферы острова. Они похожи на смесь уличного фудкорта, базара и прогулочной улицы, где оживает жизнь после заката. Самый известный из них находится прямо в центре главного города. По большей части ночные ярмарки – это место, куда приходят поесть. Здесь есть всякое множество продуктов. Морепродукты на льду, которые тут же и готовят, кальмары, креветки, морские гребешки, улитки и морские крабы. Есть и разнообразные уличные закуски, от гриля до свежих фруктов, тропических десертов и коктейлей. В общем, вся вкусовая палитра Вьетнама. Мы купили какую-то непонятную штуку. Стоило это 20 центов, 20 тысяч. Вообще понятия не имею, что это. Даже не понимаю, сладость это или нет. Это хлеб. Это Кокосовый хлеб? Очень плотный такой, типа, как будто бы немножко желатиновый. Реально хлеб. Потрачено. Встречаются, конечно, сувениры, разнообразные игрушки и рыночные магазины одежды, где по классике есть много фейковых брендовых вещей. А вот где покупают кроксы. Какой ужас. Они вообще практически неотличимы. Всякие разные, все кроксы. Центральная ночная ярмарка расположилась сразу на нескольких кварталах города, и чтобы пройти все ее улочки, понадобится какое-то время. Атмосфера всегда мега активная, яркая и очень шумная. Какофония звуков и запахов создают здесь по-настоящему особенное настроение. Есть и необычные развлечения. Что касается цен, то они здесь несколько выше, чем средние цены на острове. И, как мы заметили, нет смысла ходить от точки к точке в поиске более выгодного предложения.
Цены примерно одинаковые на всей ярмарке. Я думаю, что здесь нет ничего дешевого, потому что это место входит опять же в топ-5. Ну а теперь к главному. Как лучше выбрать место для еды? Тут всего пара особенностей. Смотрите на витрину с морепродуктами. У хороших мест всегда большой выбор на льду, а продукты выглядят свежо, не сухие и без неприятного запаха. Выбирайте места, где много местных или азиатских туристов. Там обычно вкуснее и честнее. Если у заведения сидят только западные туристы, часто это раскрученные места с завышенными ценами. Выбирайте точки, где мангал и кухня прямо перед вами. Так вы видите, что готовит именно ваш заказ, а не что-то давно залежавшееся. Ну и наконец, иногда лучше пройтись и попробовать разные у нескольких продавцов. У одних устрицы, у других кальмар, у третьих десерт. Это и вкуснее, и интереснее. Ну что, мы немножко в шоке, а если честно, в сильном шоке. Вот это все обошлось нам в 5 евро. Я в шоке, я таких цен никогда не видела, и мне кажется, если честно, никогда больше не увижу. Это все приготовили прямо при нас. Одна тарелка стоит меньше евро. Гриль прямо из-под ножа. Никаких зазывал. Ты просто подходишь, набираешь все, что тебе нравится. Точнее, выбираешь или набираешь, в зависимости от того, где ты. И наслаждаешься. Мы даже не ожидали, что здесь будет так много, но 5 евро. 2 напитка, свежевыжатый кокос. 2 напитка, свежевыжатый дыня. Потом лангустины. Тарелка с устрицами под сыром. Мы такого еще не пробовали. Тарелка с устрицами и орехами и луком. И, я так понимаю, это кальмары, либо омары. Кальмары, я думаю, да, это кальмары. Еще и соус. 5 евро. Потрясающе. Хотя тут мы все же попались на уловку продавцов. В общем, небольшой апдейт. Оказывается, в этом буфете каждая отдельная штучка, что лежит на тарелке, стоит 20 тысяч. Не вся тарелка. К сожалению, сказка не воплотилась в реальность. Это, конечно, по европейским меркам все равно дешево, но совсем не то, что мы ожидали. И к тому же это совсем не то, что нам изначально сказали. То есть нам прям показали всю тарелку такие, типа 20 тысяч. То есть меньше евро. И в итоге вместо 5 условно евро мы отдали за все про все 20 евро. Конечно, это обидно. Потому что мы не готовились к этому. Ладно, двигаемся дальше. Тут все равно красиво. Ночные рынки Фукуока – это про атмосферу. Это как миниатюрная версия всей страны с типичными для Вьетнама запахами, вкусами, звуками и развлечениями. Здесь стоит хотя бы раз вечером прогуляться, попробовать что-то необычное и почувствовать настоящую жизнь острова. В целом очень прикольно, то есть на один раз абсолютно имеет смысл сюда сходить. Здесь прям все светится, все пахнет, все свистит, что-то там шуршит, ну короче, прям полный расколбас. Тебе сколько? 58? 58, да. Но да, на один раз must go. В целом, ночью на острове происходит много рандомных вечеринок и фестивалей. Иногда ты натыкаешься на них просто по пути в ресторан. Вьетнамцы очень любят вечерние активности. Тебе нравится вообще ночная активность на Фукуоке? Мне нравится ночная активность. В целом... Мне нравится, что здесь очень драйвово, здесь всегда есть куда сходить, есть ночные рынки, сейчас вообще фестиваль. При этом офигенные рестораны, можно кальянчик найти, можно найти всегда какие-то недорогие коктейли, дискотеки, но при этом ты можешь и находиться на территории, где тебе спокойно, и ты не слышишь ничего такого. Поэтому я считаю, что это на любой вкус и цвет, честное слово. Ну и, конечно, несколько вечеров всегда можно провести в одном из многочисленных ресторанов острова или в спокойной атмосфере отеля. Фукуок предлагает много вариантов для вечернего отдыха. Современный Фукуок – это очень разнообразное место. В нем сочетается классическая для Вьетнама какофония улиц со звуками все еще нетронутой природы.
Здесь можно провести весь отдых в спокойных, роскошных отелях, а можно погрузиться в буйство жизни острова. На Фукуоке можно хоть немного, но прикоснуться к каждой стороне настоящей вьетнамской жизни. И все это за достаточно небольшие деньги. И в этом, как нам кажется, и заключается основная магия Фукуока. Он подойдет каждому. А главное, это отличное место для первого знакомства со страной. В этом видео мы только начали наше исследование экзотического Вьетнама. Фукуок — это хоть и прекрасная, но все же малая часть этой страны. Впереди же нас ожидает все огромное разнообразие страны голубого дракона. Ну а пока что мы садимся на паром, прощаемся с Фукуоком и отправляемся навстречу новому Вьетнаму, новым дорогам и новым историям. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Присоединяйтесь к нашему каналу, если еще не подписаны, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А мы же увидимся с вами в следующем выпуске. Дальше больше.